Друзья, всем привет! Мира Андреева. Мира, рада тебя видеть. Прекрасные, как назвать? Как Уги, но уги, уги называют, ботиночки, не знаю. ботиночки, супер, очень тебе Спасибо. идут. Это я, у Эрики их одолжила. Одолжила, Да. забрала, но она хоть в курсе? Она в курсе, я у нее спросила, а она сказала: "Ладно, можешь брать". Поэтому я сейчас, ношу их для того, чтобы показать, что я действительно их взяла для чего-то, и я их Да, действительно ношу, не просто так взяла. Эрика, все проверено. Носим, носим, любим, холим, лелеем. Я тебя поздравляю еще раз уже живьем с титулом валийцев. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, насколько это важно сейчас для тебя, для твоей карьеры, выиграть второй титул в этом сезоне и именно вот в этот период карьеры? На самом деле, конечно, начать грунтовый сезон с титула очень, солидно именно для меня. Поэтому я в целом очень рада, как я там играла. И мне кажется, иногда даже в каких-то матчах я чувствовала, что мой теннис может быть не на самом высоком уровне, но мне кажется, этот турнир я именно, показала самой себе, что я могу, выигрывать матчи с любого счета, да, я не знаю, там, когда я проигрываю первый сет или когда я проигрываю во втором сете, вернуться и выиграть второй сет тоже. Поэтому, не знаю, мне показалось, что тот турнир был чисто вот, сосредоточен на том, как я ментально буду подходить к каждому матчу, как я буду играть. И даже для меня лично было не то, как именно я играю на корте, какой у меня уровень игры, а больше как я борюсь за каждый мяч и как потом в конце понимаю, что можно выиграть вообще с любого счета. Также проиграть можно с любого счета, но вот именно эта неделя показала, что я могла выиграть с любого счета. Один из моих любимых турниров как зрителя — это турнир в Штутгарте. Я помню, как еще Маша Шарапова возвращалась после дисквалификации. Вообще там удивительная абсолютно атмосфера. И матчи, я помню, они все время в какой-то сумасшедшей борьбе. Да. У тебя был потрясающий матч со Швёнтек, с Игой. Я прошу тебя немножко рассказать, что там происходило. Ну и как тебе кажется, чего не хватило в матче с Леной Рыбакиной? Особенно борьба была сумасшедшая в первом сете. Кажется, что немножко именно сил физических и, может быть, эмоциональных. Поправь меня, если я не права. Да, я сейчас начну, наверное, с матча со Швёнтек, потом перейдем, к матчу с Леной. Конечно, со Швёнтек матч получился непростой. Мы в первый сет, когда мы закончился, я его проиграла, я посмотрела, мы играли 55 минут, счет 6-3. Я думаю: "Блин, еще второй сет так играть, еще, блин, если я планирую выигрывать, тогда еще и третий". Поэтому, конечно, потом я забыла про это все про время. Это просто так мысль промелькнула в голове. И, конечно, матч был тяжелый. Чувствовалось, что она работала и над вращением больше, и пыталась играть более активно, и более вариативно тоже. Добавила какие-то новые штучки, в свой теннис. Поэтому, мне казалось, что если я просто продолжу играть стабильно, но в то же время не ждать ошибок от нее и пытаться играть агрессивно, то тогда в целом вроде все должно быть хорошо. И вот так и получилось. Потом, во втором и в третьем сете, мне кажется, я начала играть более агрессивно и стала допускать меньше ошибок. И потом в какой-то момент я просто почувствовала, что она стала допускать больше ошибок, невынужденных именно. И мне кажется, вот эта комбинация этого всего потом так сложилось, что, я выиграла в целом матч. Поэтому за ту победу я была очень рада, гордилась собой недолгое время. Вот, поэтому потом матч с Леной, конечно, в первом сете было все близко, и, тоже 2-4 с брейком проиграла, потом сравняла счет, и потом уже играли по подачам до того момента, конечно, пока она меня не брейканула уже в последний раз, в первом сете. Ну, конечно, Лена сейчас она играет, у нее очень высокий уровень игры, она, мне кажется, стала играть более стабильно, также агрессивно, и, мне кажется, что сейчас она как будто каждому игроку подходит, и более индивидуально, и как-то строит свой план, по моим ощущениям, отталкиваясь от игрока. То есть я чувствовала, что, конечно, с прошлого матча она поменяла немного тактику против меня. Я поняла это уже потом, совсем поздно, после матча, но как бы лучше понять в целом, чем не понять. И да, конечно, у нее очень стабильная была подача, сложно было принимать, также очень стабильно играла сзади, почти без ошибок, очень плотно, длинно, поэтому, конечно, потом, я не знаю, если сказалась совсем усталость, да, за те матчи, которые я сыграла до этого, но мне кажется, это больше было даже,
из-за того, что у меня не получилось реализовать то, что я планировала, то, что хотела. Потом во втором сете я вроде пыталась и просто чувствовала, что, ну, не идет. Вот она как будто знает, что я буду делать, как я буду играть, и, мне кажется, потом она уже совсем, не знаю, прям очень хорошо играла, супер, поэтому как бы надо просто принять и, стараться сделать выводы, если в следующий раз буду против нее играть. Мира, спасибо тебе огромное за такой разбор. Прям супер интересно. И прям как ты нас погрузила просто в то, что Я с тобой старалась. произошло. Спасибо, удачи тебе во время Мадрида, вообще всей грунтовой Спасибо серии. большое. Друзья, Мира Андреева.